Во времена позднего Средневековья, начала нового времени, которое для Речи Посполитой легло на XVI век, вопросы крови, вопросы происхождения были куда важнее, чем в России, в Москве или в Западной Европе. Тогда было очень жесткое, практически непреодолимое разделение между шляхтой и посполитыми, то есть простыми людьми. А в рядах шляхты выделялись магнаты, как правило, роды старые, Рюриковичи, Гедеминовичи. И вот эти люди, в основном-то, и решали все вопросы Речи Посполитой. Происхождение – это очень важный, очень тонкий, по большому счету решающий момент в биографии любого деятеля той эпохи. Не шляхтич вообще в принципе не мог участвовать в политической жизни страны. Ну а магнатом мог стать только человек с хорошей родословной. Умиляют наши белорусские историки с придыханием вещающие о Радзивиллах. Радзивиллы – это не более чем выскочки, парвеню, нориш. Они даже не князья. Они князья Священной Римской империи, что, в принципе, в Речи Посполитой не являлось настоящим подлинным титулом, как у Ежа Солинского, та же самая беда. Это просто наворовавшие в свое время имущество парвеню, выскочки. Поэтому князья – это Кишки, Сангушки, Острожские. Это фамилии, идущие от Рюрика, от Гедемина. Это семьи, исчисляющие свой род веками, правящие Литвой, а потом Речью Посполитую в 3-4 поколениях. Поэтому смешные байки о том, что Северин Наливайко был крестьянином из Гусятина, это смешные байки. Ну вот и пришло время поговорить о Северине Наливайко. В советской, ну и в нынешней украинской историографии принято писать, что Северин Наливайко казак, простой человек, поднявший восстание украинского и белорусского крестьянства за свержение польского ига. Ну, это не так. Это совершенно не так. Дело в том, что никто ничего свергать не собирался. Восстание Наливайко носило совершенно иной смысл, совершенно иные оттенки, совершенно иные цели и задачи. Во-первых, по происхождению он был не простой казак, не крестьянин, не мещанин. Он был Рюрикович и Гедеминович, а по прямой это был правнук польского короля Жигемунта Старого. Дело в том, что Илья Острожский, брат Константина Василия Острожского, в свое время женился на Беате Костелецкой, дочерью Екатерины Тельничанки, скажем так, наложницы короля Жигемунта Старого. Король практически официально признавал Беату Костелецкую своей дочерью. Собственно, именно поэтому она имела достаточно неплохой успех при дворе и смогла выйти замуж за одного из богатейших людей Литвы. Но Илья Острожский не дожил до рождения своего ребенка, до рождения Гатчики. Он умер за 3 месяца до этого, причем умер при очень странных обстоятельствах. Принято считать, что Илья Острожский во время брачного пира принял участие в рыцарском поединке, упал с лошади, ушибся и получил воспаление внутренних органов, от которых в августе 1937 года и скончался. Надо сказать, что Беата Костелецкая была любимой фрейлиной, можно сказать, близкой подружкой королевы матери Бонны Сфорцы. Ну, а кто такая Бонна Сфорца, говорить не стоит. Бонна Сфорца – наследница Медичи Борджиа, женщина с весьма
сложной и неоднозначной биографией. В общем, тень от репутации Бонны Сфорцы упала и на ее разлюбезную подружку, на Беату Костелецкую. И смерть Ильи, скажем так, была воспринята в польском и литовском обществе неоднозначно. Ну да Господь с ним. Дело темное, не пойман ни вор, не доказан ни отравитель. В любом случае, Илья скончался, а 19 ноября 1939 года у него родилась дочка Эльжбета, она же Галичка Острожская. По прямой внучка короля Жигемонта Старого. До 12 лет она прожила в Остроге. Мама мало внимания уделяла своей дочери, в основном занимаясь своей карьерой, устройством своих дел и имущественными спорами с опекунами Константина Василия Острожского. А затем случилось чудо. Затем случилась большая красивая любовь. В 14 лет Галичка Острожская вышла замуж за князя Дмитрия Сангушка. Что-то было, как-то спасся, каждый раз и приставал. Как-то все произошло, существует масса версий. Но я все же полагаю, что здесь была просто любовь. Князь Дмитрий Сангушка был очень небедный человек. К тому же он был человек военный. Он был воеводой пограничных крепостей. И в свои 22 года уже 6 раз участвовал в битвах с татарами. Он не очень ценил материальное, потому что, как человек военный, понимал, что это все прах и тлен. Что сегодня у тебя мешок ефимков, а завтра твоя голова валяется по степи. Поэтому полагаю, что здесь действительно была любовь. Но проблема в том, что брак Галички Острожской должен был быть одобрен 4 опекунами. Василием Константином Острожским, старшим Сангушкой, Беатой Костелецкой и его милостью королем Жигемонтом Августом. И если с одобрением князя Острожского и старшего Сангушки проблем не было, то одобрение короля и одобрение Беаты, естественно, отсутствовало. Что позволило Беате немедленно после этого брака бежать в Вильню и пасть пред ноги своего монарха. Дескать, твоя милость, великий князь, случилось страшное, моя дочь вышла замуж за Дмитрия Сангушка, силою увезена из родительского дома. Король назначил следствие и суд, который должен был состояться в городке Кнышин под Белостоком в январе 1554 года. Молодые, находившиеся в это время в Каневе, сочли это обстоятельство для себя опасным и решили, дабы избежать проблем, бежать в пределы цесарские, в Австрию, в Богемию. Дело в том, что в это время уже случился брак Константина Василия Острожского с Софьей Тарновской, и молодой зять попросил у своего тестя возможности для своих друзей укрыться в его замке Роудниц-над-Лабой в Богемии. Ян Тарновский, будучи человеком щедрым, дружелюбным, сказал, что никаких проблем нет, что он отдаст приказ гарнизону впустить читу беглецов, охранять и беречь их пуще глаза. Поэтому, когда из Кнышина в Владаву, где жили временно молодые, пришло известие о том, что король призвал Сангушку к баниции, то есть лишению всех прав состояния, гражданства и всех возможных должностей, объявил его вне закона и признал брак незаконным, Сангушка, недолго думая, посадил свою супругу на коня,
взял вазок с необходимыми припасами и с нянькой, и вместе с 3 гайдуками бросился в цесарские пределы. Я изучал их дорогу. Они очень медленно ехали. Средний пробег в день этого конного отряда в 6 человек составлял в среднем 32 километра. Это столько, сколько проходит в день пеший человек, не очень устав. То есть это очень маленькие пробеги. Довольно долго отряд задержался в Величке. Потом несколько дней гостил в Плесе, в первом городке Силезском, на границе с Малопольшей. И в результате чего в феврале 1955 года Дмитрий Сангушка, его жена, нянька и 3 гайдука в Богемии, в городке Лысо-над-Лабе, были настигнуты преследователями. Городок Лысо-над-Лабе входил в округ Нибург. Поэтому преследователи во главе с Мартом Зборовским первым делом появились у старосты Нибурга Адама Кухты и предъявили ему рескрипт польского короля об аниции князя Дмитрия Сангушка. Адам Кухта не знал латинского языка, что позволило Мартину Зборовскому просто тупо его обмануть. Он объяснил Кухте, что преследуют они убийцу, растлителя и насильника, что ничего страшного в том, что они его арестуют, нет. И Адам Кухта дал разрешение отряду польских преследователей на арест князя Дмитрия Сангушка. Никакого ареста не было, было убийство. Ворвавшись на рассвете в корчму в Лысо-над-Лабе члены отряда Зборовского застали Сангушка в ночной рубахе на кухне, безоружного, неодетого, и принялись его избивать. В течение 2 часов на глазах у беременной жены, об этом был специальный момент записан в документах суда над Адамом Кухтой. Адама Кухту судили потом. Вот. В глазах беременной жены и плененных гайдуков его избивали. Потом его избивали всю дорогу от Лысой над Лабем до Яромержа. В Яромерже ночью, брошенный в конюшню, он скончался. Там же он был похоронен. И надгробная плита с его могилы вмонтирована в предел собора Святого Николая, Святого Микулаша, говорят чехи. Я эту плиту видел на Уласной Лодже. Но то, что Гальшка беременна, сводило весь смысл погони на нет. Ведь Мартин Зборовский зачем возглавил эту погоню? Он хотел отнять Гальшку. Не саму Гальшку. До самой Гальшки никому не было дела. Она была наследницей. Она была наследницей огромного, чудовищного состояния, приносившего 600 тысяч злотых в год. Это огромные деньги, сказать так, что бюджет Великого княжества составлял всего 1,5 миллиона. Вот. То есть это был вопрос денег. Поэтому Мартин Зборовский, собрав шайку, бросился в погоню, но в Яромерже он спросил у Гальшки: не праздно? Та потупилась и сказала: не праздно, то есть беременна. О том, что Гальшка Острожская была беременна к этому моменту, это, в общем, можно сказать, считать достоверным фактом. Но что дальше? Дальше Гальшка под присмотром 2 Костелецких была отправлена в Познань, в дом ее матери. До августа 1955 года о ней не было ни слуху, ни духу, и неизвестно, чем она занималась. Но в сентябре 1955 года в соборе, в церкви Святого Николая во Львове был крещен юный отрок под именем Симеона Острожского. И затем он исчезает. Все, ничего не было. Гальшка вновь свободна. Ее мама строит матримониальные планы. Они ищут удачную партию. Все в порядке. Ребенок исчезает. Но в это же время в семье
гусятинского подстаросты Евстафия Наливайко появляется второй сын. Третий ребенок, второй сын. Была еще старшая сестра и старший брат, который позже стал духовником князя Острожского. И вот этот мальчик рос и воспитывался в Гусятине. Почему в Гусятине? Я был в этом городке, и я объясню почему. Это естественная крепость. С юга его закрывал Днестр и Хотинская гряда, поросшая густым лесом. Через нее пробиться конным татарам было в принципе невозможно. А с востока целый ряд рек, текущих меридионально. 6 или 5. И цитадель Каменец-Подольска. То есть прорваться в Гусятин татарам было фактически невозможно. Это была крепость. Это была природная, естественная крепость, где рос и воспитывался Северин Наливайко. По отцу он Гедиминович. По матери он Рюрикович. И если брать по женской линии, он правнук короля Жегемонта Старого. Это не казак, не крестьянин, не мещанин. Это очень знатный человек. Дело в том, что в то время общество было не национальным. Общество было классовым, даже, скажем так, сословным. И к какому слою ты принадлежал, чей ты сын, имело решающее значение. В случае с Северином Наливайко это имело ключевое значение, потому что он был Рюрикович и Гедиминович. То есть человек, который вполне был в состоянии претендовать на престол в Кракове, на престол в Вильне, на престол в Москве. Это не был бродяга и бунтовщик, это был человек голубых кровей. Значит, далее выросшего Наливайку призывает князь Острожский, назначает его сначала десятником, потом сотником надворной хоругви, а затем он становится хорунжем Острожской надворной хоругви литовского войска. Моментальный карьерный взлет. Просто моментальный. Наливайко ходит в походы вместе со своей хоругвью, участвует в подавлении бунта Косинского, а затем оставляет службу. В 1592 году, будучи уже женатым человеком, он женился на Елене Ружинской, на княжне Елене Ружинской, на Рюриковне, между прочим. И у него уже 3 детей. И вот человек, обремененный семьей, хорошей должностью, уютным домом, спокойной работой, потому что командир надворной хоругви – это начальник службы безопасности князя. Ему нет нужды воевать с татарами на дальних рубежах. У него дело охранять склады, цейхгаузы, казну князя, лично самого князя. Это да, это обременительно, но это не очень опасно. И вот человек с такой должностью вдруг решает уйти. Просто в поле. Уходит в поле и зачем-то нанимает 500 человек в атагу. Вот если бы вы, мой дорогой читатель, решили уйти со службы, вам пришло бы в голову нанять в атагу в 500 человек? Может быть, пришло. Имели бы на такие возможности? Нет. Потому что плата конному воину известна. Составляет 1 шелек в день. Это в мирное время. И 1 грош, то есть 3 раза больше в день, это военное. Это очень много. Это очень большие деньги. Зачем Наливайке собирать в атагу и менять спокойную и сытую жизнь при княжеском дворе на беспокойное, опасное кочевание по границам дикого поля? Только с одной целью. Обрести военный опыт, подобрать надежных и верных товарищей, сколотить костяк некоего воинского подразделения, приготовиться к делам серьезным и большим. Каким? Мы поговорим чуть позже.